Всем добрый день, с вами Alessandro Game, и сегодня я вам покажу, как же просто и без особых усилий сделать открывающийся шкаф в Roblox Studio. А сейчас я вам покажу конечный результат. Ну что ж, давайте начнем. Нам понадобится один бесплатный плагин. Заходим в Toolbox, пишем Weld и скачиваем данный плагин, у которого 800 скачиваний. К данному плагину я предлагаю вернуться чуть позже, а сейчас давайте сделаем модельку нашего шкафа. Ну все, сделал вот я такой простенький шкафчик, объединил все это в модель Closet, а также добавил mesh ручки. Теперь давайте сделаем так, чтобы наша ручка держала за нашу дверцу. Выбираем нашу дверь, нажимаем плюсик, вбиваем в поиск Wallet Constraint, добавляем, листаем вниз и видим два важных параметра. В первом параметре мы выбираем саму дверцу, а во втором параметре мы выбираем саму ручку. И все, с данного момента они будут прикреплены к друг другу. И то же самое проделаем со второй дверцей и со второй ручкой. И все, теперь наши ручки будут держаться за наши дверцы. Теперь нам нужно сделать дверную петлю. Дублируем нашу дверцу. Это мы удаляем. И теперь нам нужно ее уменьшить, желательно до маленьких размеров. Так, вот у нас получилась дверная петля. Давайте мы ее переименуем. Обязательно нажимаем Anchor. Теперь нам нужно сделать данное действие. Выбираем дверную петлю, зажимаем Ctrl и нажимаем Instant Weld. И вот у нас появляется Manual Weld, что переводится как ручная сварка. Хочу отметить, что после добавления Manual Weld не двигайте дверную петлю, а то ручная сварка у нас исчезнет. Те же самые действия проделаем и с левой дверью. Теперь мы должны сделать еще кое-какие действия. Дублируем дверную петлю, убираем Manual Weld и переименовываем в Closet Door. Теперь мы также Closet Door переименовываем и меняем положение. Я поставлю примерно так. То же самое проделаем и с левой частью. Теперь к обеим ручкам мы добавляем Click Detector. Ну а теперь мы переходим к самому интересному, а именно к написанию скрипта. Так, и вот я написал два скрипта. Один скрипт для правой двери, а другой для левой, соответственно. Сам скрипт, естественно, я оставлю в описании, поэтому можете смело пользоваться. Давайте я вам немного расскажу про сам скрипт. Создаем путь к дверной петле, а также создаем пути к Draw Closed и Draw Opened. Здесь мы создаем функцию, которая будет срабатывать при нажатии кнопкой мыши на ручку. Создаем оператор if-then, подключаем Twin Service, и тут одно из интересных. Здесь мы ставим время, за которое дверь будет открываться или закрываться. Можем поставить 50 миллисекунд или 10 миллисекунд, но я буду использовать просто 1 секунду. В этой части кода можно выбрать анимацию для открытия и закрытия двери. Можно выбрать Quad, но я лично буду использовать Back, потому что мне очень нравится сама анимация. И в данной части кода мы указываем, куда дверь должна закрываться и открываться. Ну и пишем Play, конечно же. Давайте объясню, почему именно все так и должно работать. У нас по умолчанию Opened равен False. If then работает по принципу, что если что-то равно True, то выполняется определенное действие. Иначе, если не равно True, то выполняется другое действие. С первого взгляда это может показаться сложно, но я попытаюсь вам объяснить максимально просто и интересно. Итак, опять же, Opened у нас по умолчанию равен False. То есть это действие не выполняется первым, выполняется это действие, потому что Opened не равен True. Здесь мы меняем Opened на True и выполняем действие. И действие у нас подразумевает открытие двери, то есть дверь у нас открывается. И после выполнения этого действия у нас Opened равен True. Значит, при следующем нажатии у нас выполняется это действие. Мы меняем Opened на False и выполняется действие, которое закрывает нашу дверь. Надеюсь, что мне получилось объяснить вам, как это все работает.
С кодом для левой двери все то же самое, но, естественно, мы меняем путь сам. То есть здесь уже не hinge right, а hinge left и так далее. Не close the door right, а close the door left. Ну что, давайте проверять, что у нас получилось. Мы подходим к двери, и у нас все работает, открывается и закрывается. Надеюсь, вам анимация нравится. Ну, если что, опять же, вы можете поменять анимацию вот здесь. Здесь прям несколько вариантов. Если у вас по каким-то причинам дверь не открывается, то, во-первых, проверьте сам скрипт на наличие ошибок. И, что очень важно, то, что лично было у меня, обязательно проверьте, чтобы у дверей не было значения anchor. Иначе они просто не будут открываться и закрываться, соответственно. И также вам советую проверить, чтобы у ручек тоже не было значения anchor. Иначе при открытии и закрытии двери ручки будут стоять на месте, то есть висеть в воздухе. Ну что ж, дорогие зрители, я очень надеюсь, что данный видеогайд был полезен для вас и помог вам в создании шкафа с открывающимися дверями. Если же у вас остались вопросы или возникли какие-то проблемы, то пишите их в комментариях. Я постараюсь на все ответить и совсем помочь. Всем спасибо за просмотр, удачи и пока!